Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим с вами знаменитый меринговый рулет. Этот десерт влюбляет в себя всех бесповоротно. Внутри нежная воздушная текстура, а сверху тонюсенькая хрустящая корочка. В этом видео я буду работать на ручном миксере вместо планетарного и также постараюсь рассказать вам все секреты приготовления. Думаю, после этого видео у вас не возникнет никаких вопросов, но даже если они возникнут, не бойтесь написать внизу в комментариях, и мы поработаем над ошибками. Также на канале мы уже готовили с вами рулет, но слегка по другому рецепту, и готовили торт Павлова. Эти два видео прикрепляю в этом углу и внизу к описанию к этому видео. За счет того, что мы будем работать на ручном миксере, нам сначала нужно взбить хорошо белки. Для этого добавьте щепотку соли и взбивайте на максимальной мощности миксера примерно 1 минутку. Добавляем пакетик ванильного сахара и продолжаем взбивать где-то еще 2 минуты. Готовить будем на сахарной пудре, так меренга быстрее взобьется. А если будем готовить на сахаре, на это нам потребуется еще больше времени. Поэтому вводим сахарную пудру в 2 приема и каждый раз хорошо промешиваем. А теперь важный момент. У многих не получается в меринговый рулет именно по той причине, что они не довзбивают меринговую массу. Теперь смотрите, от того момента, когда вы добавили вторую порцию сахарной пудры, взбивайте не меньше 15 минут. Можно взбивать и 20, у меня ушло ровно 15 минут. Вот смотрите, через 8 минут масса уже вот такая, и многие на этом моменте уже останавливаются и думают, что все готово. Но нет, продолжайте взбивать, вы увидите, что масса еще больше увеличится, станет еще пышнее. Именно такая нам она и нужна. Добавляйте немножко лимонного сока, перемешали, добавляйте крахмал и снова перемешали. Крахмал добавляю кукурузный, он нам нужен для того, чтобы внутри как раз таки была такая суфлейная текстура. Перемешиваем буквально пару секунд, чтобы крахмал везде распределился равномерно, и готовим противень. Чтобы пергамент плотно прилегал к противню, рекомендую сделать 4 мазка по углам противня меринговой массой. Выкладываем сверху лист пергамента и распределяем массу. Берите пергамент такой, чтобы к нему ничего не прилипало. Пока буду распределять меринговую массу, поговорим с вами о нескольких популярных ошибках, которые допускают многие. Вопрос в следующем. Когда многие пекут рулет, замечают, что рулет плачет. Почему такое возникает? Значит, вы недовзбили массу, сахар недорастворился. Если меринга трескается, наоборот, в чем проблема? Значит, вы пересушили. Если, допустим, у вас возникает вопрос, можно ли заменить крахмал на муку? Нет, нельзя. На картофельный крахмал тоже не рекомендую. И обратите внимание, как я сейчас буду распределять рисунок и также сворачивать. Сворачиваем и распределяем рисунок, сворачиваем мы по ширине рулета, так он более объемный и красивый получается. А рисую я уже по длине. Далее вопрос в следующем. Можно ли выпекать, если нет режима конвекции? Да, можно выпекать вообще без проблем. На газовой духовке также можно выпекать. Сейчас мы выпекаем при 150 градусах режим вверх-вниз в течение 30 минут. Как только испекли, достаем из противня и даем ему тотально охладиться. И возвращаясь к популярным вопросам, можно ли, допустим, использовать мокрый крем? Ну так, мы назовем, допустим, это будет сметанный крем, либо на сливках. Нет, не рекомендую, все-таки будет выделяться много влаги и может рулет все-таки даже течь, если он хорошо и пропечен, и хорошо приготовлен. Другой момент, какие белки лучше использовать? Лучше рекомендую все-таки комнатной температуры, потому что, да, охлажденными проще работать, они быстрее взбиваются, но все-таки, скажем так, не совсем устойчивая масса становится после выпекания. Поэтому берем, как я и сказала, комнатной температуры. Крем я буду готовить на маскарпоне вместе со сливочным маслом и сахарной пудрой. Но если вы хотите, можете и не класть сливочное масло, можете положить только маскарпоне, перемешанное с сахарной пудрой. Просто я рулет готовлю заранее, с вечера, и уже на утро понесем к застолью. Поэтому я решила перестраховаться и добавить все-таки сливочное масло. Сливочное масло комнатной температуры хорошо до белой пышности взбиваем. Добавляем маскарпоне, сахарную пудру по вкусу, но не добавляйте ее много, лучше меньше, чтобы вообще он, скажем так, слегка сладенький был крем. Все перемешали. Взбивала где-то от силы минуты 3-4, и крем готов. Крем тонким слоем распределяем поверх рулета. И если вы хотите сверху украсить, отложите небольшую часть крема, чтобы уже из мешка отсадить.
Для красоты, чтобы когда разрезать был контраст, и также для вкусноты и аромата решила добавить густой черничный джем. Тонким слоем распределила. Можете использовать абсолютно любой, который вы захотите, или также выложить свежие фрукты и ягоды и посыпать орешками. Приступаем к сворачиванию рулета и постарайтесь это делать как можно плотнее. Крем, который я заранее отложила, переложила в мешок, использую вот такую насадку и приступаю к украшению рулета. Если у вас нету насадки и мешка, не проблема, просто сделайте пару мазков ложкой либо ножом и просто выложите сверху украшения. Как я вам и сказала, рулет я готовлю накануне, просто у меня не было времени его приготовить прямо непосредственно перед подачей, но он у меня простоял сутки в холодильнике и никак не изменился. Единственный момент, даже при условии том, что у меня начинка была вообще не жидкая, немножко влаги все-таки выделилось. Я просто исправила эту ситуацию, приложила сухое бумажное полотенце. Если вы хотите рулет, готовьте непосредственно перед подачей или же просто заранее за несколько часов, разницы вообще никакой нет. Рулет получается очень мягкий, фантастически вкусный, рекомендую вам его приготовить. Буду рада, если напишите в комментариях, как он вам понравился или нет, какие вопросы возникли при процессе приготовления, постараюсь вам всем помочь. Спасибо вам за просмотр этого видеоролика, желаю вам вкусных и ароматных меренговых рулетов, чтобы у вас также все получалось. Желаю приятного аппетита и до скорой встречи!